Ну что, друзья, едем с вами дальше, и следующей остановкой у нас будет Италия. А если кто-то пропустил первую часть видео, ссылка на него будет в описании, или переходите по подсказке, которая появится у вас на экране вверху. В общем, направляемся мы сейчас в Италию. Первоначальный план был доехать до Вероны и там остановиться, ночевать и погулять по Вероне. Сейчас мы уже передумали, решили, что вот остановимся в кемпинге перед Венецией, а уже завтра встанем рано, поедем, посмотрим Венецию, и потом сразу же оттуда уже поедем в Верону. Ну, либо там до Гарды, может быть, доедем и Верону, Гарду вместе как-нибудь объединим. В общем, вот так вот меняются планы. Но так как мы без особого тайминга и у нас в запасе есть некоторое время, то есть мы можем себе позволить менять наши планы по ходу маршрута. Вот такие новости. А пока мы еще в Австрии, решили остановиться перекусить с красивым видом. И давайте покажу вам цены в одном из придорожных кафе. Получается, смотря какую тарелку берешь, столько и стоит. То есть, допустим, если риса берешь маленькую, то стоит 5,90. А вот колбаски поштучно продаются. И, допустим, вот куриная ножка стоит 8,50. Также и колбаска. Вот такая вот колбаска стоит 8,50 одна штука. Вот с салатами то же самое. По размеру тарелки получается цена. Есть самая большая 13,50. Положишь ложку, все равно 13,50 заплатишь. Положишь черпак, тоже 13,50. Шарлотка стоит кусочек 5,40. Ну, также и остальные пирожки поштучно продаются. 3,90, 5,40. Так, мы сейчас подъезжаем к пункту оплаты дорог. И я вот не помню, здесь или сразу надо оплачивать, или здесь талончик брать и потом уже по факту сколько проехала платить. В общем, сейчас посмотрим. Hello. Короче, дали вот такую бумажку. И, видимо, уже когда проедем какое-то расстояние, по факту будем платить. Шли, потому что как-то нет времени. Так, мы сейчас подъезжаем уже к пункту, где оплатить за дорогу. Сейчас посмотрим, сколько нам придется заплатить за наше расстояние. Так, сейчас попробуем оплатить карточкой. Ривидерчи. Надеюсь, все пройдет. Я вот не уверена, можно ли здесь наличкой будет, если что. Да. Ох, я не достану. Под ремень степи. Introdurre il biglietto. Аккуратно. 18,60. Платили, получается, мы за то, что проехали от Австрии до Венеции 18,60 евро. Не знаю, сколько это в километрах, потом посмотрю, но как бы нормально заплатили. Карта, или я не знала, как ее правильно приложить, но, в общем, не прошла, заплатили кэшем. Тут развязки просто надо видеть.
ну что, мы уже заселились в кемпинг, уже даже успели палатку поставить, 6:30 вечера. А сейчас здесь совсем рядышком, буквально там вот 100 метров, Lidl, и мы пойдем за продуктами. Вот, купим продуктов и, наверное, потом еще в бассейне поплаваем, потому что в нашем кемпинге еще бесплатный бассейн. Итого, за одну ночь мы заплатили 40 евро. Вы только посмотрите, насколько большой кемпинг. Как и во многих кемпингах, в этом есть разные опции проживания. Места под палатки, автодома, кемперы, домики с удобствами и без, трейлеры. В общем, на чем бы вы ни приехали, расположиться сможете. Главное, чтобы были свободные места. Вот такая улица у нас. Вот здесь по правой стороне живут те, кто в палатках размещается. Хотя и по этой стороне тоже палатки, смотрю, стоят. Ну, обстановка, конечно, в кемпинге очень такая классная, атмосферно здесь. Прям видно, что вот кемпинг намного лучше, чем вчерашний. Намного лучше инфраструктура. Сам по себе побольше. Мы сейчас направляемся в бассейн, который на территории кемпинга, и он входит уже в стоимость. А так нельзя? Нет, можно пройти. Я уже думала, мне надо тоже под душ. Я вот здесь посижу, потому что там мокрое. Новый кемпинг, новое место. Сходили в магазин, купили вино. Евро 75. Прекрасно, я считаю. Где-то было прошутто, мяско. Евро 70, евро 99. Вот такая ветчина, евро 75 тоже. Это опустим. У нас на ужин хлопья с молоком почему-то. На следующее утро мы собрали палатку, позавтракали и отправились смотреть Венецию. Мы решили парковать машину на самом острове, хотя можно было это сделать в городке Местре, перед самой Венецией, и проехать на поезде через мост, и при этом не слабо сэкономить. Но так как у нас времени было немного, мы решили сэкономить время, а не деньги. Но если бы я знала, в какую сумму нам обойдется парковка, то я бы 10 раз подумала. Идти нам от стоянки до приблизительно центра Венеции около 3 километров. Вот так вот люди все идут. А вот монорельс, кстати. И немножко покапывает дождик, что мне не очень-то нравится. Надеюсь, мы посмотрим Венецию, не промокнем. Да, людей очень много, конечно. Каждый год город посещает около 30 миллионов туристов, хотя в самой Венеции живет менее 50 тысяч человек. Это, конечно, сложно представить поток из людей, пока ты сам его не увидишь. Так, здесь, получается, отправляются в Апаретто. Это такой общественный транспорт Венеции. Думаю, мы тоже прокатимся на нем чуть попозже и расскажу, что по цене.
Да, плотность населения здесь маленькая. Здесь мало самих, ну, венецианцев живет. Здесь туристы в основном. Соленая вода? Попробуй. Сейчас мы подошли, наверное, к самому многолюдному месту в Венеции. Это главный вокзал города, куда прибывают многочисленные туристы и уже отсюда разъезжаются по своим отелям и расходятся по городу. И еще одна важная деталь. В этом году, в летний период 2024 года, Венеция в тестовом режиме ввела новый налог. Плата за доступ к историческому центру города, размер которого составляет 5 евро и взимается с каждого туриста старше 14 лет. Что мы все знаем о Венеции? Это город мостов, лодок, гондол, но больше всего туристов. Это буквально лабиринт, состоящий из улочек и каналов, и, конечно же, это безумно дорогой город. Что ж, давайте в конце видео посчитаем, в какую сумму нам обошлось посещение этого города. Помним, 10 евро мы отдали, еще не войдя в город. Это наш второй визит в Венецию, а первый раз мы были в этом городе в 2016 году. И скажу я вам, с того времени ничего не поменялось, естественно, кроме нас. Ну, а Венеция достойно продолжает противостоять времени и дарить туристам магию романтических улочек, каналов и старинных площадей. Можно посмотреть вот ценник, кстати. Тур 30 минут 90 евро, 35 110. А, человек много. Многим туристам, уже бывавшим в этом городе, хорошо известно, как здесь все запутано с адресами. Планировка города логическому объяснению не поддается, а названия улиц часто повторяются. Нумерация домов идет на тысячи, и в каждом районе она своя. В некоторых источниках утверждается, что Венеция стала первым городом, где стали использовать нумерацию домов. Но когда город стал разрастаться, сохранять порядок становилось все сложнее. Некоторые хозяева домов отказывались менять свои номера, так как считали, что они приносят счастье, а другие наоборот. В результате возник хаос с адресами, который продолжается и по сей день. Так что заблудиться в этих многочисленных улочках очень легко, но это может быть и к лучшему. Заблудившись, здесь можно найти очень атмосферные улочки, на которых вы не встретите ни одного туриста, что очень ценно в Венеции. Кстати, вот многие говорят, что в Венеции очень воняет. Я не знаю, может быть, это зависит от сезона, но вот сейчас, в июле, я бы не сказала, что прям воняет вообще в самой Венеции, где каналы, вообще запаха не слышно. Запах мы слышали только вот машину парковали и, по дороге уже к Венеции. А так нормально все. В прошлый раз, когда были, то же самое, никакого запаха не слышали. И вот мы уже подошли к самому известному мосту в Венеции – Риальто. Этот мост соединяет два квартала – Сан-Поло и Сан-Марко. Это самый первый и самый старый мост через Гранд-канал. В Венеции сотни мостов, но именно этот считается одним из самых посещаемых. Так, сейчас мы поднимаемся по мосту Риальто. Здесь вот, кстати, всякие, я не знаю, бутики, то ли магазинчики расположились. Да, многолюдно здесь. Дети не выдерживают.
напряжение. Так, сейчас мы пройдем, посмотрим, что здесь. Здесь, конечно же, все фоткаются. Здесь красивые, просто шикарные виды открываются. Да, конечно, здесь народа. Конечно, тут можно ходить, я не знаю, бесконечно, наверное. Еще и заблудиться. Ой, Кирилл говорит, еще полкилометра до площади. Да. Так, мы уже подошли к площади Сан-Марко. Сейчас мы на нее зайдем, посмотрим. Площадь Святого Марка уже не одно столетие является сердцем города. Интересно, что только эта площадь Венеции называется Пьяцца, в то время как другие обозначаются Кампо, что переводится как «поле». Да, здесь какой-то этот концерт, не концерт, непонятно. Площадь Сан-Марко – это самая низкая точка города, и зимой она затапливается водой. Интересно, что вода на площадь поступает через сливные отверстия, и это своего рода представление очень нравится туристам. На площади находится несколько значимых строений. Это собор Святого Марка, который был основан в IX веке, а нынешний облик он получил к концу XV века. Дворец Дожей – шедевр готики, построенный в XIV-XV веках. Когда-то в нем заседали правители, а в соборе Святого Марка принимали глав государств, поэтому площадь спроектирована так, чтобы эти два здания были в центре внимания в соответствии со своим высоким статусом. Еще здесь есть часовая башня Святого Марка. Кстати, ворота башни имеют очень красивый циферблат, на котором изображаются часы, месяцы, лунные и солнечные фазы. И на протяжении столетий часы помогали жителям Венеции ориентироваться во времени, а еще предоставляли ценную информацию купцам и экипажам, стоявшим в бухте Святого Марка. Колокольня или кампанила, тоже Святого Марка, это еще одна достопримечательность площади. 98-метровая колокольня, которая в XII веке исполняла функцию маяка для кораблей в лагуне. Кампанила была разрушена землетрясением в 1902 году, но через 10 лет ее отстроили заново. Так, кажется, мы нашли свой пирс, откуда отправляется лодка, Вапоретто, точнее, в Мурано. Пришло время прокатиться на Вапоретто. Стоимость билета одноразовой поездки 9,5 евро. Мы же решили взять билет, который действует 24 часа, чтобы можно было проехать несколько раз. Цена такого билета на одного – 25 евро. Мы хотели посетить несколько островов, но что-то пошло не по плану, и в итоге мы сплавали только на остров Мурано. Но мы даже там и не смогли прогуляться, так как поездка в одну сторону заняла очень много времени. Так, здесь такая типа остановочки. Зал ожидания. Боже, здесь качает просто. Это моя вина, я заранее не удосужилась проверить это. Короче, мы доплыли до Мурано и сразу же поплыли к ближайшему пирсу от парковки. Вот так вот Вапоретто выглядит. Можно снаружи сесть, можно внутри. Ну, сейчас дождик пошел. Наверное, сейчас вовнутрь пойдем пересядем.
И все же нам удалось посмотреть на этот город с воды. А знаете, ведь ученые уверяют, что через лет 70-80 Венецию полностью затопит. Уровень моря постоянно повышается, и каждый год город погружается в воду на несколько сантиметров. Так что, друзья, не теряйте время и поспешите увидеть это чудо света, пока еще есть такая возможность. А я вас уверяю, Венеция – это то место, которое обязательно стоит увидеть. Так, ну что, смотрим, сколько мы настояли на парковке. 26 евро, а? Что ж, подведем итог. 4 часа в Венеции нам обошлось 86 евро на двоих. И в эту сумму входят только необходимые траты: парковка авто, входной билет в историческую часть города и билеты на Вапоретто. А если вы вдруг проголодаетесь, то смело можете прибавить к этой сумме еще минимум 50 евро за обед. Ну, а мы двигаемся дальше, ведь сегодня нам еще предстоит доехать до озера Гарда и найти свободный кемпинг, что не так уж и легко. А вы, друзья, не забывайте ставить лайк этому видео, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски, и скоро увидимся!